Всем привет! Сегодня мы сравним масляные фильтра и узнаем, какой же из них все же выбрать, от какого стоит отказаться. Выбор на данный момент состоится из 7 брендов, но так как фильтрон пришел не такой, как все по размеру, мы от него пока откажемся. Будем рассматривать Fram, MAN, Bosch, Kolbe & Schmidt, Mahle и Sakura. Лично от себя скажу, что я использую только фильтра MAN. И очень не хотелось бы разочароваться. Внешне все фильтра очень хорошего качества, но по весу сразу выделяется Fram. Он тяжелее всех, и это чувствуется даже без весов. Позже проверим, в чем причина. Уплотнительное кольцо у Фрама нормально держится, снять его не так сложно, но усилия предпринять нужно. У Мана и Боша абсолютно одинаковая конструкция, только цветами они отличаются. У обоих серийный номер и дата выпуска видна только под ультрафиолетом. Но признаки ее присутствия разглядеть можно и при обычном освещении. Ультрафиолетового фонарика, к сожалению, у меня нет под рукой, так что извините. Кстати, эта надпись – главный признак подлинности фильтра. Имейте это в виду при выборе. Уплотнительные кольца очень сложно вынимаются в обоих случаях. Мне кажется, это большой плюс, так как при любых ситуациях резинка не останется на блоке при откручивании. Также отличительная черта Мана и Боша в обратном клапане, или как его еще называют, противоотливном. Он белого цвета и он силиконовый. У Сакуры снимается кольцо без особых усилий, такая же ситуация и у Мале. Извините, если неправильно произношу, там некоторые, я знаю, Махаль его называют и так далее. Ну, говорю, как привык говорить. А вот у Kolbe & Schmidt он еще легче снимается. Так что с ним надо быть очень внимательным при откручивании. А то забудете, что у вас резинка осталась на блоке, и сверху накрутите новый фильтр. И все у вас потом потечет. Итак, мой рейтинг по уплотнительным резинкам таков. Первое место занимает Bosch и MAN, второе Fram, третье разделяет Sakura и MAN, и четвертое, последнее, это Kolbe & Schmidt. Кстати, об этом бренде я впервые узнал буквально на днях, когда выбирал фильтра в наличии. Вот он оказался, я решил его попробовать, сравнить. Давайте распределим фильтра по весу. Kolbe & Schmidt весит 416 грамм 52 сотых. Sakura 427,77. Mahle 429,99 сотых. Очень схожи с Sakura, там чуть-чуть разница, смотрите, там буквально 2 грамма отличия. Bosch 397, Fram 451, ничего себе Fram. MAN 398,9 и видим снова схожесть с Bosch. Давайте взвесим великана фильтрона для наглядности. И он весит 374,9 грамма. Он оказался самым легким экземпляром. Неожиданно, конечно, видимо, не зря он по стоимости самый дешевый вышел. Сейчас просто упорядочу их положение по весу. Это не будет относиться ни к плюсам, ни к минусам. Позже взвесим фильтрующий элемент, вот тогда будет ясна истинная картина. Распил я произвел вручную, и отчасти стало понятно, почему MAN и Bosch легкие. Они очень легко распилились, видимо, сплав металла мягкий. Очень тяжело шел Fram и Kolbe & Schmidt. У Sakura и Mahle средняя жесткость корпуса. Из этого тоже сделаю оценку. Противоотливные клапана отличаются, конечно же. У Фрама мягкая резинка, похожа немного на силиконовую. Возможно, при больших интервалах она не задубеет. У Mahle и Sakura они идентичны, больше схожи на мягкий пластик. Есть вероятность, что со временем они станут неэластичными. У Kolbe & Schmidt мягкий эластичный резиновый клапан, думаю, он не задубеет. У Мана и Боша, как я ранее говорил, клапан из силикона. Он очень эластичный, и на мое субъективное мнение это лучшее решение по качеству и долговечности. Из этого снова выводим плюсы и минусы, позже посмотрим таблицу. По внутреннему качеству изготовления претензий ни к какому фильтру вообще нет. Все они очень хороши, но есть все же некоторые отличия. Fram, например, никак не получилось разделить в этом месте. С другими проблем не возникло. У Мана и Боша между этими частями пластин находится резиновая прокладка. У Mahle и Sakura и Kolbe & Schmidt по периметру все закреплено герметиком. Такой резинки, как у Мана, нету.
После среза фильтрующего элемента нарисовались еще отличия. У Мале и Сакуры самый мощный клей-герметик. Я никак не мог разделить эти части фильтра. Они намертво держались. Я руками пробовал, чуть палец не сломал. Пришлось применить уже другие способы. За это ставим им большой плюс, так как при эксплуатации фильтрующий элемент не оторвется. На первый взгляд и на ощупь фильтрующие элементы значительно отличаются. У Фрама, во-первых, ширина элемента больше, плюс еще толщина его прям хорошая такая, плотная такая бумага. Напротив, у Мана и Боша вдвое меньше толщина, и, видимо, за счет этого плотность гармошки большая, а значит и площадь фильтрации. Ближе к Фраму по плотности бумаги Колбин Шмидт, да и ширина примерно схожа. Думаю, нарисовался неплохой конкурент для именитых брендов, хотя не знаю, может быть и он именитый, для меня он просто не знаком. У Сакуры и у Мале совершенно одинаковые элементы. Отличаются лишь оттенком цвета, так же как и у Мана и у Боша. Там оттенок цвета разный, видимо, партия бумаги разная, а так все одинаковая конструкция. Плотность у них, конечно, больше, чем у Ман и Бош, но меньше, чем у Фрам и Колбин Шмидт. Это такой среднячок. Ладно, это все лично мои ощущения. Давайте взвесим и реально посмотрим разницу. Элемент Фрама весит 14,19 грамм, Мале 11,11, Сакура 11,51, Колбин Шмидт 13,5, Ман и Бош 10,74. Соответственно, по весу самый тяжелый Фрам, а он и получает максимальный балл за это сравнение. Переходим на замер площади фильтрации. Пришлось мне на полу размотать эти бумажки. Не думал я, что они настолько окажутся длинными. Ну, перейдем к делу. Максимальная площадь элемента у Ман и Бош равная 924 см в квадрате. Немного отстает Колбин Шмидт с площадью 907. Как всегда, Сакура и Мале равны, и их площадь 664 квадратных сантиметра. Фрам все-таки не самый худший в этом, и у него площадь 750 квадратных сантиметров. Делаем отметку, идем дальше. Теперь я решил посмотреть на волокна элемента через микроскоп. Тут мне тяжело делать выводы, конечно, так как я не специалист и не эксперт особый. Но увидеть разницу все же получилось. Ман и Бош, они почти прозрачные, свет их насквозь просвечивает. Отличий в структуре с Мале, Сакурой и Фрамом я не нашел особых. Волокна вроде как заплетены схожим образом, а вот у Колбин Шмидта мне показалось, что волокна гораздо плотнее расположены. При учете толщины самого элемента, мне кажется, что он гораздо лучше будет задерживать загрязнение. Повторюсь, это сугубо мое личное мнение и предположение. Вы также напишите, что сами думаете, какой элемент будет лучше фильтровать. Вот многие блогеры, сравнивая фильтра, постоянно хвалят Ман и Бош за большую площадь фильтрации, но в то же время не говорят, что он очень тонкий. И на мой взгляд, это не очень тоже хорошо. По моему мнению, Колбин Шмидт в этом плане получше смотрится. И площадь у него немногим меньше Мана, но в то же время он плотнее и толще. Из этого я сделаю последнюю оценку, и давайте посмотрим в составленную мной таблицу и какие-то, может быть, сделаем выводы. Таблица состоит из перечисленных мной характеристик вот этих фильтров. Оценка максимально 5 баллов и ниже, соответственно, ставил. Первое место по набранным баллам занимает Фрам с оценкой 34. А второе место с небольшим отставанием занимает, как ни странно, Колбин Шмидт, хотя я был уверен, что Ман и Бош будут впереди. Они, кстати, разделили третье место. И последний в моем рейтинге — это Мале и Сакура. Смогу ли я поставить свое авто после этого Мале и Сакура? Думаю, что поставить я бы смог, и ничего особого бы не произошло, так как все представленные здесь фильтра проходят соответствие определенным требованиям, и рисковать именем такие бренды, я думаю, не будут. Но я все же при следующей замене хочу попробовать Фрам. Что вы думаете обо всем этом? Напишите свое мнение, поддержите меня подпиской и лайком. Для меня это лучшая награда за проделанную работу. И совсем забыл рассказать про принцип действия фильтра. Масло поступает вот в эти отверстия в первую очередь, не в центральное, как многие думают, а наоборот по краям. У них отверстия у всех отличаются. И опять же смотрите,
Площадь этих отверстий, если взять, ну так визуально сравнить, у Фрама этих отверстий больше, и масло будет гораздо легче затекать туда. Вот, со всеми остальными, если сравнивать. Так, ладно. После чего масло поступает. Так, давайте уберем. Это у нас на примере Мана. Вот про то кольцо я уже рассказывал. Так, после этого масло поступает, вот так вот стекает сюда и поступает в фильтрующий элемент непосредственно. Фильтруется масло и обратно, получается, поступает в двигатель вот через это уже отверстие. Если вдруг фильтрующий элемент забился, либо масло очень густое, особенно это касается холодного пуска, то через фильтрующий элемент масло не поступает, оно уже идет, обходит элемент и проходит вот сюда вот клапан. Перепускной клапан он называется. И масло напрямую сразу в двигатель поступает, уже не фильтрованное. Вот. Конечно, это большой минус, если у вас большие пробеги на машинах и к концу пробега уже начинает смывать с фильтрующего элемента вот этот вот весь налет, который образовался, всю грязь, и прямиком в двигатель направляет. Так что лучше не задерживайтесь с интервалами замены, меняйте вовремя, и все у вас будет хорошо с двигателем на любом из этих фильтров. Всем спасибо за внимание, увидимся совсем скоро, всем пока.